Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Фил, и вы на канале Fil2. Прямо перед вами сейчас кальянная смесь бруска, которая сделана из суданской розы. И вы меня подловите, конечно, на слове, потому что она сделана из волокон суданской розы. Не все из розы идет сюда. Продукт отличается отменной дымностью и жаростойкостью, сбалансированным вкусом и крепостью. Но так пишут, разумеется, все. Но мне очень понравилось, как производитель сказал, что для работы со смесью можно использовать как фольгу, так и коллаут. Вот тут-то мы будем и ловить на слове. И прямо сейчас отправим прогреваться, давайте на небольшом трехуглевом, скажем так, жаре, фольгу, вкус бананового пирога. И давайте, в принципе, несколько чашечек уже расставим, потому что про консистенцию и про всякое прочее я вам обязательно расскажу. О, из коллауда выпал у нас болтик. Ну, не страшно. Забиваем, как обычно, разными способами. Это в отступ, это в касание, пушисто, плотно. Стараемся посмотреть все типы забивок. Как себя ведет кальянная смесь на том или ином типе забивки. Забил я сейчас несколько вкусов, которые мне лично показались интересными в рамках обычного сравнения. Как обычно, я решил попробовать клубнику. И клубничный джем у бруска пахнет реально здорово. Также я решил попробовать банановый пирог, потому что этого вкуса я ни у кого не встречал. И, в принципе, недавно очень мне хотелось бананового пирога. Поэтому банановый пирог забит на фольге, клубничный джем в соло на колодочке. Микс чисто из бруска, чтобы посмотреть, как он ведет себя сам с собой. Это ананас, яблоко и малина. Вкусы, которые не так часто получаются ужасными у производителей, у новых, у старых, неважно у кого. И один микс я решил замешать бруска с другими производителями. А именно вкус абрикоса и чизкейка и лесного ореха от Кисмета. Посмотрим, как себя будет здесь вести бруска. Давайте я вам покажу, как выглядит упаковка, в которой приехал мне дегустационный набор. Тут мундштучки всякие разные. Все это красиво, симпатично. Но как же здорово выглядит упаковка. Очень вкусные названия, очень вкусные картинки, выглядит реально здорово. Просто черный логотип, белый текст и узнаваемый, симпатично, броско, здорово, мне прям понравилось. По вкусам много всего разного. Здесь есть и специфические вкусы в духе реально бананового пирога, капучино. Есть интересные вкусы типа абрикоса. Есть непонятные для меня мультифрукты, ну ладно, понятно, это широкого употребления вкусы. Но дыня с кокосом не встречал еще ни разу. Пина-колада, понятно, встречал. Сибирский лимонад, это наверняка что-то в духе Байкала. Что скажу по этому табаку? Давайте сначала покурим чашечки, которые у меня забиты и приготовлены, а потом поделюсь, в принципе, впечатлениями. Но заранее скажу, что я удивился этому продукту, что он обрел какую-то популярность достаточно быструю. То есть я, бывало, даже иду в парк погулять, и там парковка в парке была для машин перед парком. Из какой-то машины я увидел в багажнике, там торчит кальян. Присмотрелся, какой-то старый ужасный кальян, ну типа понятно, что человек не особо шарит. А потом еще заглянул чуть подальше, смотрю, а там несколько пачек бруска лежит. То есть странно, среди людей, которые, видимо, покупают табак нечасто себе домой в небольших магазинах, видимо, можно купить бруска. И, видимо, он себя зарекомендовал, потому что, ну, просто так новый продукт у людей не сразу появляется. Поэтому интересно. А мне, заранее скажу, понравилась реально упаковка и некоторые ароматы. Такс, и с чего начнем? Давайте начнем с соло. И соло, наверное, мы прогоним клубничку. Она, скорее всего, еще не прогрелась, но мы проверим. И второй, пускай пойдет у нас малина, ананас и яблоко. По консистенции давайте расскажу, что вообще из себя представляет продукт. Продается он, кстати, в банках по 50 грамм. Скоро будут и большие контейнеры под работу. Табак, кстати, прикольно сказали, сваливается шариками. Да, он действительно немножко сваливается, но не прям вся упаковка у вас в шариках, а просто в результате транспортировки он может так скатываться. По консистенции он достаточно адекватный, просто чуть более плотный. И пушить удобно, и ничего слишком отжимать не нужно, и вымочка адекватная. Производители советуют очень тщательно перемешивать перед забитием эту смесь. Я не физик и не химик, и даже не технолог, но чисто если руководствоваться логикой, я рискну предположить, что суданская роза, может быть, и впитывает ароматизатор и все, что
скажем так, используется в процессе производства кальянного табака, кальянной смеси, но впитывает не идеально. Поэтому какое-то время после слеживания, видимо, аромка может просто сама по себе стечь на дно банки, и, скажем так, это помешает более яркому курению. Может быть, не хватает немножко впитывающих свойств. А может быть, не знаю, зачем тогда еще капслоком жирно писать, что смесь необходимо перемешивать. Обычно у людей все, рефлекс вот такой есть, и этого обычно достаточно. А я прям представил, что нужно прям сидеть, там, чесать, вот это вот. Ладно, все, хватит, давайте попробуем клубнику, которая пахнет просто нереально, как клубничное варенье. Понятно. Попробуем чашку из малины, ананаса и яблока. Все забито в равных пропорциях. Заодно и посмотрим, какая из аромок будет понасыщенней. Яблоко точно чувствую, раз. Чувствую тропик, но это непонятно, ананас или нет. Я чувствую, что, как, знаете, в пиноколаде есть вот это вот кокосовое молоко или ананасовый сок. В общем, что-то за еще более ярким тропическим вкусом, что-то вот молочное, реально как сывороточное, может, как можжетель. Я это чувствую, то есть намек на тропики есть здесь. Ну и малину я теоретически вижу только потому, что знаю, что ее здесь надо искать. Здесь хорошо и совершенно точно чувствуется яблоко и какой-то тропик. Вот малина чувствуется только, когда ты знаешь, что она там есть, и ты на нее обращаешь внимание. В целом получилось, кстати, реально вкусно, прикольно. Я даже удивился. Я последний раз, когда пробовал бруско, это был лимон с мелиссой, кажется, и там вкус розы чувствовался достаточно сильный. Я подумал, что наверняка всегда и везде будет чувствоваться вкус этой суданской розы, которая, кстати, является тем самым каркаде, который вы любите пить. Она же гибискус. Это чертовски вкусно и приятно курить. Обалдеть. Хорошо, давайте я не буду так дико восхищаться комбинацией малины, ананаса и яблочко, потому что это немножко странно уже будет. И давайте, наверное, поставим прогреваться следующую чашечку, и пускай это будет банановый пирог, кажется, да. Также просто есть банановое печенье еще у бруска, которое тоже, кажется, неплохое. Так, ну и посмотрим, как на фольге себя будет вести это дело, потому что я к словам придираться люблю, но и понимаю, что просто так они написаны бы не были. Думаю, что курица будет это все адекватно. Давайте прокурим вторую чашечку. Мы поставили греться дальше, догреваться банановый пирог. И второй чашечкой попробуем клубнику, которая теоретически должна уже догреться. О, здорово. И правда приятно. Это очень здорово, это крутая клубника на самом деле. Давайте, ладно, все-таки придерусь. Это больше клубничный сок, наверное. Или клубничное варенье водянистое. Ну вот представьте, что вот 1 к 1 варенье с водой развели, или может быть там 2 к 1 больше воды. Чувствуется понятный вкус клубники, сладкий. Да, он не очень натуральный, но хотя нет, я все-таки у друга на даче достаточно сладкую клубнику ел, это похоже. Правда, здорово. Круто, отличная клубника. Охренеть, класс. Я не думаю, что надо продолжать обзор, но типа на этом все. Всем спасибо. Ну ладно, давайте еще на фольге покурим. Ну просто уже за одну клубнику можно давать, не знаю, премию. Банановый пирог только разгоняется и только начинает куриться, но скажу уже, что он достаточно мягкий, и кислинка здесь никакой даже близко не пахнет. И здесь не было никакого постороннего привкуса. Круто, мне очень нравится. Прям огонь. Да и на фольгу реагирует вроде бы неплохо. Но, конечно же, мы с вами еще ему дадим погреться, поскольку сейчас жар не такой уж показательный. Давайте еще разочек клубнику. Супер. Просто класс. Очень здорово. Детишки подбежали за гостинцами.
Ну, взрослые детишки, конечно, 19-летние. Что ж, давайте посмотрим, как курится банановый пирог. Ну, на пирог не похоже. На пирог не похоже. И я бы сказал, что это скорее печеный банан. И это здорово. Это охренительный вкус печеного банана. Прям супер. Мне не хватает сюда сибировского шоколада. И тогда будет... Вообще, знаете, этот в последнее время достаточно модный десерт, когда банан в шоколаде. Интересно, если печеный банан в шоколаде, это еще вкуснее будет, наверное. На фольгу реагирует хорошо. 4 угля на серпе, что, кстати, для него даже многовато. Это явный признак того, что к жару он достаточно устойчивый. Я даже не буду перегревать и восстанавливать его, потому что, ну, для меня достаточно. Супер. Я просто вау. Окей. И последняя чашечка — это кисметовский вкус лесной орех и бруска, абрикос и чизкейк. Если я правильно мысленно вычленил отсюда абрикос, то он скорее больше похож на курагу, потому что он чуть посуше, чуть более вязкий, более сухофруктовый какой-то. Чизкейка здесь я не увидел. Конечно же, отдельно я бы здесь чизкейк и не распознал. Но почему я сказал, что я его не увидел? Потому что чизкейк, ты от него ждешь сливочности, какой-то творожности. Но этого вкуса я здесь сейчас не заметил. Поэтому рискну предположить, что аромка сама по себе у чизкейка не особо яркая, но имеет место быть, потому что то, что табак, точнее кальянная смесь, не кислит, является их конкурентным преимуществом всегда и везде, особенно в десертных вкусах. Очень люблю те бренды, которые не кислят. Ну а кисмет сыграл как сыграл, это лесной орех, конечно. Так, что еще вам полезного можно рассказать? По вкусам здесь следующее. Шоколад с мятой, кокос со льдом, апельсин с мятой, черника с мятой, ягодная хвоя, лимон с мелиссой, манго со льдом, яблоко с мятой, ледяная смородина, сибирский лимонад и ладно, много-многое другое. Из интересного это кактусовый финик, печенье с бананом, банановый пирог, капучино, клубничный джем обязательно, чизкейк симпатичный и ледяная смородина тоже, в принципе, адекватная. С холодком ребята не сильно борщат, но он достаточно ощутимый. Вкусы достаточно симпатичные, и они еще будут пополняться, и точно будут пополняться до 40 к концу года, планирует производитель выкатить. Мне эта затея действительно очень нравится, я потому что и глазами полюбил, и рецепторами полюбил этот вкус. У них даже девиз «Бруска красиво снаружи, вкусно вот внутри». Стопудово. Простейший, прям я даже сказал, немного колхозный слоган, но стопроцентно за себя он говорит. Розничная цена за 50 грамм 150 рублей. Но это более чем комфортно, потому что та же самая чебака стоит дороже. Поэтому бруска очень сильно рекомендую всеми руками за. Как минимум попробовать 5 разных вкусов. Дальше он у вас останется на полке, либо не останется, сами решайте. Что ж, я суммарно подвожу итог и говорю, что это здорово, круто, и я удивился. Меня сложно удивить, и, наверное, за последний год это одно из немногих, что прямо, типа, да, класс, вау, здорово. Когда мне первый раз рассказывали про бруску, я значения особо не придал, но когда попробовал сам, такой, типа, ого, что так можно было, класс. И давайте, наверное, проведем розыгрыш. Я хочу разыграть вот набор, который вы у меня видели из всех вкусов. Я хочу разыграть 2 таких набора, а нужно будет сделать следующее. Чтобы выиграть один набор, нужно нажать под этим видео на YouTube «Поделиться» и репостнуть к себе на стену ВКонтакте и поставить хэштег. Хэштег вы видите сейчас. Хэштег #FilBruska. И все, достаточно простой хэштег, больше ничего делать не нужно. Чтобы выиграть второй набор, вам нужно, как обычно в Инстаграме, под постом с этим видео, вам нужно будет выполнить его задание. А задание вы увидите, собственно, в этом посте. Скорее всего, вам нужно будет просто написать комментарий, быть активными, и тогда удача будет на вашей стороне. Вкусов достаточно много в наборе, таких разыграют 2, а может быть 3, если будет много участников, например, в Инстаграме. И поэтому у всех есть шансы. Очень советую, поэтому попробуйте, будьте активными. Что ж, ладно, все, хватит трепаться. Это был обзор бруска. Меня зовут Фил, канал Фил2. Пока!